Всем привет! У нас прогноз для Дев на первую половину августа. Давайте посмотрим, что нас ожидает в период с 1 по 15 августа представители знака зодиака Дева. Мы посмотрим сферу работы, бизнеса, карьеры, финансов. Также коснемся личных отношений, ну и получим совет от Таро. Да, Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность. Девы, первая половина августа. Что у вас будет происходить в начале августа? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта. У кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, вашей перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? И совет или предупреждение от Таро. Найди колоду. Ваша карта. Королева Пентаклей. Карта может говорить, что ваше материальное положение к концу этих 15 дней улучшится. Здесь могут быть вопросы повышения карьеры, продвижения в бизнесе, может быть хорошая сделка, хорошая прибыль. Кто-то из женщин будет заниматься собой, может быть шопинг, салоны красоты. Ой, прошу прощения. Да, что-то лампа заедает. Может быть украшение вашего дома или решение вопросов там, с жильем, покупка, продажа чего-то. Потому что здесь как бы у вас, да, с отношениями могут быть проблемы, но хорошие карты на работу. И здесь императрица и королева Пентаклей. Здесь карта может говорить о процветании вашего бизнеса. Но еще, если вы сейчас планируете начать вот какой-то новый проект, бизнес, дело, императрица говорит, что женщина беременна какой-то идеей, мыслью, хочет что-то воплотить. Здесь карта говорит, да, начинайте, но не рискуйте. Постарайтесь сохранить уже то, чего вы в этой жизни добились. Конечно, это может быть карта не вас показывает, какого-то консультанта, это может быть банковский служащий, может быть риэлтор, решение каких-то вопросов. Так, хорошо, давайте еще Ленорман посмотрим. Девы, сюрприз, неожиданность, первая половина августа. Да, в начале августа у вас ложится туз кубков, символизирует новые начинания. Это может быть работа, бизнес, проект, любовь. Это когда это же наши еще ожидания, это когда мы находимся в ожидании каких-то очень приятных, радостных новостей. Вообще у нас туз еще это исполнение желания, это когда нас вот переполняют чувства, эмоции. Это какие-то очень позитивные сообщения. Но так как у нас в отношениях здесь как-то не все благополучно, может быть у кого-то это исполнение желания, например, связано с покупкой своего собственного жилья. Вот пятерка пентаклей, да, она может показывать для тех, кто в отношениях и в браке, это кризис. Но также это может показывать, что у людей отсутствует собственное жилье. Здесь может у кого-то решиться вопрос, не знаю, может быть ипотека, может быть получение наследства. Ну, все что угодно, но решение со своим собственным жильем. Может быть, вы просто его снимете. Потому что вот эти две карты, восьмерка кубков и восьмерка жезлов, могут показывать о переезде, о смене места жительства.
Ну, туз кубков я уточнять не буду, но что-то очень позитивное у вас произойдет в начале августа. Да, кто-то может тут влюбиться. Тогда мы эту десятку уточним. Давайте тогда уточним пятерку пентаклей. Это что, кризис в ваших отношениях? Хорошо, давайте мы уточним для тех, кто в отношениях, в браке. Да, для женщин здесь может быть соперница. Да. Тайная связь. Здесь собака — это верность, да, и конфликты из-за неверности партнера или партнерши. Но вы знаете, вот по букету у вас есть шанс помириться, как бы преодолеть вот эту сложную ситуацию. Туз кубков-то тоже может говорить о примирении. Так, сейчас. Тут еще, может быть, речь идет о детях. Так, сейчас, подождите минутку. Дети и семерка мечей, да. Но здесь возникновение романа на стороне, страстного романа. Семерка — это обман. Это измена, это обман, это тайная связь по жрице. Восьмерка может говорить или вы являетесь тайной связью, то есть у вас отношения с несвободным человеком. Восьмерка — это может быть разочарование полное в партнере, это когда эмоциональное выгорание. Этот человек уходит. Уходит от любви, от того, что ему было дорого, ну, просто понимает, что здесь уже все. Здесь ложится как бы ваша карта. Что здесь рыцарь? То у нас вот этот паж перешел в рыцаря, то есть роман разгорелся, ну и отшельник. Отшельник — это одиночество. Да, у кого-то здесь расставание с любимым человеком или здесь будет прекращение брака. Но как такового развода я не вижу. Знаете, вот букет все равно лег. У вас будет шанс помириться. Здесь еще может быть уход, вас показывают, вы уходите из отношений, потому что устали обманывать. По букету это новое, зарождение нового романа. То есть как бы вы сначала можете познакомиться по пажу. Прошу прощения. Что-то у меня лампа совсем включается. Вы сначала можете познакомиться по пажу, да, на стороне, но потом этот паж переходит в рыцаря. Как бы вы будете действовать в собственных интересах. Тогда вот эти карты говорят, да, разлад отношений, ссора, конфликт и уже новое начало. Начало новых отношений. Восьмерка может говорить об уходе, но может говорить, что преодолевается кризис. Вот я говорю, все-таки по букету кто-то может восстановить отношения, ну, может быть, если простите, да, а кто-то расстанется. Этот расклад общий. То есть вы будете действовать в собственных интересах. Хорошо. Для тех, кто в поиске любви, десятка мечей. Да. Ну, здесь карта может показывать, что вы с кем-то расстались. Может быть, это произошло недавно. Вы еще изранены. Но в то же время карта может показывать окончание одиночества. Встает вот это солнце и ложится у нас туз кубков. Давайте мы вам уточним. Это может быть новое знакомство, новая любовь. Это входит верный вам человек в вашу жизнь. Здесь, конечно, по метле будет секс, но и приглашение на какие-то, может быть, встречи, свидания, подарочки. То есть вас ждут вот эти 2 недели очень приятное общение. Вообще букет — это счастливый поворот событий. Ну, давайте мы вам десятку уточним. Да, здесь у меня 2 варианта. Кто-то сейчас вообще разочарован в любовных отношениях. Вы сейчас занимаетесь, может быть, вот бизнесом, воплощением в идею каких-то творческих проектов, зарабатыванием, реализацией себя как
специалист. А у кого-то наступают счастливые времена. Да, девятка пентаклей говорит, что вы сейчас на пороге новой любви. Это полнота жизни, это наполнение, это расцвет. Вот это солнце, которое вставало, это расцвет вашей жизни. Когда у нас нет любви, отношений, да, это очень сильно обедняет нашу жизнь. Да, прошу прощения, что у меня лампа отключается. Да, поэтому знакомьтесь, общайтесь. Ну, а кто-то, может быть, реально сейчас занимается только своей карьерой. А здесь еще какой-то друг может пригласить вас, например, заняться спортом в тренажерный зал. Да, вот восьмерка кубков. Это сесть на диету, это отказаться от каких-то, может быть, вредных привычек. Заняться спортом, вот активность, совет вам говорят, да, будьте активны. Может быть, займетесь спортом, там с кем-то познакомитесь. Хорошо, работа, бизнес, карьера. У нас императрица ложится. Вообще императрица у нас показывает творчество, реализацию вас как специалиста. Может быть, кто-то здесь начинает вот какой-то новый проект. Бизнес. Что-то, я говорю, то, что вы долго вынашивали. В совет восьмерка жезлов говорит, заключайте новые контракты, общайтесь, расширяйте свои связи. Ну и она, как совет, вам говорит, что вас ждет продвижение вперед, причем очень быстрое. Да, у нас императрица – это хозяйка бизнеса. Может быть, кто-то не начинает, а у вас уже есть бизнес. Но здесь хорошая прибыль. Здесь вы занимаете очень хорошее положение. Может быть, это ваш бизнес, может быть, вы работаете на кого-то. Но в любом случае здесь будут какие-то хорошие возможности для реализации, для расширения. Ну и, конечно, императрица – это работать вам придется. Да, не буду я эту больше лампу включать. Прошу прощения за технические накладки. Но также это получение прибыли, это получение того урожая, над которым вы работали. Но здесь еще в деньгах, может быть, императрица говорит, для того, чтобы вот начать какой-то новый бизнес-проект, может быть, вам или нужно будет с кем-то скооперироваться, или получить от кого-то помощь. Ну, например, идея-то ваша, вы ее воплощаете, ну, а кто-то, может быть, в вас вложится финансово. Потому что все-таки по деньгам здесь какое-то, может быть, бизнес-партнерство. А для тех, кто в поиске, ложится старший аркан сила. Так, я хочу ее уточнить. Да, сила может говорить, что вам не стоит сдаваться, если вы там ищете, никак не найдете. Но в то же время она может говорить, что вы или начинаете что-то, но по силе это или большая конкуренция, или будет очень много работы. Да, большой объем, вам придется с этим справиться. Давайте мы все-таки уточним. Потому что в совет восьмерка жезлов может говорить о получении новой работы. Это что-то связано с прошлым. Это может быть возможность появится воплотить в жизнь какие-то старые проекты, которые вы откладывали на потом. Это что-то для вас очень важное. Какие-то новые идеи, замыслы. Но опять тут два человека. Может быть, реально вот с кем-то вы начнете действовать. По силе нужно убрать страхи, настраиваться на позитив, что у вас все получится, да, вот справиться со своими комплексами. Но вы знаете, вот по шестерке, может быть, даже работа из дома или что-то связано с украшением дома. Это может быть ландшафтный дизайн, вот как и по королеве Пентаклей. Может быть, украшение дома в плане там ремонт, строительства, дизайна интерьеров. Может быть, это что-то, что вы умеете делать руками. На этом вы сейчас можете начать зарабатывать. Но все равно здесь как-то в деньгах больше ложится какое-то партнерство. Да, и в совет восьмерка говорит, для того, чтобы, может быть, вот начать, нужно очень много общаться. То есть связи, звонки, расширение, может быть, переход куда-то в интернет. Да, вот коммуникации, чтобы вас увидели. Да, вот туз кубков-то и говорит о начале нового проекта. Вот, может быть, то, что вы давно хотели реализовать, но, может быть, не было возможностей. Ну вот опять, друг.
При помощи какого-то друга вы реально можете заработать. По букету это может быть получение помощи от кого-то. Ну, не обязательно друг, это может быть какой-то ваш близкий родственник. Ну, если вы молодые люди, может быть, кто-то из родителей вас поддержит. Хорошо. Финансы у нас ложится двойка кубков. Это заключение каких-то договоров. Это может быть бизнес-партнерство, партнерство в творческих проектах. Также это может быть договор, вот как мы говорили по королеве, да, у кого-то может быть договор купли-продажи, аренды, найма. Ну, а если вы в паре, здесь может быть что-то, деньги, именно связанные с вашим браком. Это, знаете, когда мы в складчину, может быть, что-то покупаем. Да, у кого-то здесь, конечно, расставание. Ну, и еще здесь может быть вот поддержка, как я говорила, от какого-то близкого человека. Может быть, вот, да, заключаете вы соглашение, что ты работай, а я тебе помогу деньгами. Ну, это как вариант. То есть тут деньги от партнерства или для партнерства. В конце 15 дней восьмерка кубков. Кто-то может отправиться в командировку по работе, может быть, кто-то будет переезжать, смена места жительства, может быть, для кого-то тут перелет на самолете куда-то. Ну, я уже озвучила, да, кто-то уйдет из любовных отношений. Еще восьмерка говорит, если вы в каких-то вопросах зашли в тупик, то или вам нужно будет вернуться к истоку этого вопроса, попытаться все исправить и начать заново, или карта говорит, отказывайтесь от каких-то старых проектов, которые, может быть, вы сейчас не можете воплотить, и начинайте что-то новое, ставьте какие-то новые цели, задачи, которые вы сейчас можете реализовать. Ну, а кто-то, может быть, я реально говорю, при помощи друга или близкого родственника вы займетесь спортом, да, откажетесь там от вредных привычек, от переедания, курения, выпивки, ну и займетесь своим здоровьем. В совет предупреждений карта говорит, во-первых, ждите каких-то приятных новостей, каких-то, может быть, документов, разрешений. То, что вы ждали, но они могут прийти даже раньше, чем вы рассчитывали. Также карта говорит, коммуницируйте, общайтесь с другими людьми, начинайте реализовывать уже то, что вы планировали. Но для кого-то, может быть, карта советует, да, больше внесите движение в вашу жизнь. Спорт. Спорт, динамика, то есть вот прогулки, потому что для кого-то вот эта пандемия сыграла, конечно, злую шутку. Многие набрали веса из-за того, что не могли просто-напросто заниматься спортом и гулять. Хорошо, давайте получим для вас совет. Да, здесь еще у кого-то, может быть, будет небольшая ссора с другом или с близким человеком, но по букету у вас есть шанс помириться. Ну, преодолеть какие-то конфликты, разбирательства. Так, Девы, совет на первую половину августа. Совет от веганского рока. Еще одна чаша. Но здесь у вас чаша перевернутая сейчас. Да, депрессия может притупить ваши эмоции и не давать вам ощутить себя счастливым. В этом случае вам нужно обратиться к другим людям за помощью и исцелением. Такой вам совет. Еще у нас оракул «Магические врата». Совет для дев на первую половину августа. Стой на своем. Я человек порядочный, мужественный и сильный. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.